Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание народным приметам на 8 ноября. Забегая наперед, хотим сказать о том, что сегодня, к сожалению, особо тяжелый день. Поэтому обратите внимание на те советы и на те рекомендации, которые помогут вам на протяжении дня. Также поговорим о том, что за церковный праздник, народный праздник, а также что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, в этот день православная церковь, а также все православные христиане вспоминают и молятся за христианского святого и великомученика Дмитрия Солунского, который также известен верующим под именем Дмитрий Мироточец. По легенде, отцом будущего святого и великомученика Дмитрия Солунского был римский проконсул, который тайно исповедовал христианство. После рождения сына он крестил его по христианским обычаям, пригласив священника в дом. После смерти отца Дмитрий был назначен на его должность и верой и правдой служил римскому императору Галерию. Занимая должность проконсула, Дмитрий рассказал многим людям о христианстве, Иисусе Христе и его жертве во время спасения человечества. После таких рассказов многие знатные и простые римляне начинали верить в Христа, проходили обряд крещения и начинали посещать церкви. Информация о проповедовании христианства Дмитрием Солунским дошла и до самого императора. И он приказал воинам ворваться в дом христианина, арестовать его и заключить в темницу. Дмитрия долго пытали, заставляя отказаться от христианского вероисповедания и принести жертву языческим богам. Однако, несмотря на самые изощренные и страшные муки, он продолжал исповедовать себя христианинами и отказывался приносить жертву бездушным статуям. Император, видя бесполезность пыток и стойкость Дмитрия, приказал казнить его путем усекновения головы, а тело бросить на растерзание животным. Однако тело казненного святого не было тронуто животными, и ночью христиане смогли забрать тело мученика для того, чтобы провести обряд погребения согласно христианской традиции. Один из приближенных учеников Дмитрия Луб после похорон взял кольцо святого, а также его ризу, которая была в крови святого, и после этого совершил большое количество чудес, изгоняя бесов, а также исцеляя людей. На Руси святому великомученику Дмитрию Солунскому принято было молиться о получении помощи во время битвы, а также обретении доблести, смелости и терпения. В народном календаре этот день получил следующие названия, как Дмитриев день, Большие Осеннины, День Дмитрия Солунского, День Митрия, Родительский день или Дедовская неделя. На Руси в этот день, 8 ноября, как и накануне 7 ноября, было принято справлять поминки по усопшим, особенно если эта дата еще и выпадала на субботу. Такой же обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого. Эту традицию установил еще князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани. Наши предки верили, что на Дмитриев день души погибших родственников должны были прилететь к своим могилам в образах птиц. Поэтому люди, приходя на кладбище, приносили с собой обязательно зерно, которое рассыпали у могил. Обязательным блюдом на поминальном столе были блины. Когда хозяйки снимали первый блин со сковороды, то говорили следующие слова: «Помяни, Господи, честных родителей». Такой блин нельзя было съедать, его оставляли для покойников. Первый блин нужно было оставить на кухонном окне. В Дмитриев день нужно накрыть было богатый стол. Наши предки были уверены, что чем больше блюд будут на поминальном столе, тем легче усопшим будет в лучшем мире. Отличием считался тот факт, что в этот день, 8 ноября, наши предки могли выпить пиво. По этому поводу была даже поговорка, что Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит.
По народным приметам, с этого дня зима полностью вступала в свои права. Поэтому 8 ноября отмечали еще, как называли в народе, большие осеннины, границу хозяйственных сезонов. Сегодня хозяева расплачивались наймами, а также заключали контракты с работниками на следующий год. Заканчивался в Дмитриев день и сезон свадеб, поэтому уже не посылали сватов в девичьи дома. Девушка, не получившая до Дмитриева дня предложение руки и сердца, шла в поле, вставала под березу и жаловалась ей на свое одиночество. Бытовала в народе еще интересная народная примета, что дерево послушает, да поможет ей в следующем сезоне найти себе вторую половинку. Березку нужно было обнять и сделать ей какой-то подарок, платок или ленту. В этот день клали из записки с просьбой к Дмитрию исцелить от болезней, а также исполнить задуманное. Для этого брали кленовый лист, наговаривали на него свою просьбу и несли обязательно к дубовому дуплу. Далее говоря следующие слова: «Дмитрий, ты в дупло заглянь и мою просьбу узнай. Словом Божьим буду просить и ее поскорее выполнить». Затем уходили, не оглядываясь и ни с кем по пути не общаясь. Дома необходимо было перекреститься трижды у любого образа святого, а после выпить 3 глотка обязательно освященной воды. Также в этот день наши предки отказывались от выполнения дел, связанных с водой. Например, это касалось стирки, влажной уборки дома, мытья посуды, так как считалось, что в Дмитриев день вода на души умерших льется. А именины в этот день отмечают следующие имена: Антон, Асафий, Афанасий, Василий, Волк, Гликон, Дмитрий, Луп, Митродор, Сгеликон, Феофил и Лептина. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. Ну а люди, рожденные 8 ноября, по мнению наших предков, становятся хранителями домашних традиций. Достоинством людей, рожденных в этот день, это то, что они обладают природной любознательностью. Правда, есть и недостатки. Большинство людей, рожденных 8 ноября, очень негативно относятся к критике. В качестве талисмана и оберега людям, рожденным в этот день 8 ноября, лучше всего подходит берил. Что же касательно снов, то считается, что именно цветные сны этой ночи нередко сбываются, но события, которые станут явью, могут несколько отличаться от того, что увидел спящий. На самом деле такие сновидения предупреждают о том, что только должно произойти. Человек способен изменить это будущее, если правильно расшифрует посланные ему знаки. Если во сне вы увидели какую-то опасность, то наяву контролируйте и тщательно обдумывайте свои слова и поступки. Проанализируйте образы, которые приснились вам ночью. Это поможет понять, как избежать ошибок в реальной жизни. Нередко люди видят во сне родственника. Возможно, это говорит о том, что сейчас родные нуждаются в вашей помощи и в вашей поддержке. Может быть и такое, что наяву они передали вам какие-то проблемы, которые теперь требуют решения. События сновидения помогут вам понять, в каком же направлении вам стоит двигаться. Что же можно делать 8 ноября? Дмитрий Солунский, память которого православная церковь чтит 8 ноября, считается одним из самых почитаемых святых. Поэтому в народном календаре, как мы уже говорили ранее, праздник получил название Дмитриев день. И этот день считается днем памяти. В этот день принято совершать поминки по умершим, посещать кладбище, устраивать застолья, во время которых вспоминают только хорошее об умерших предках. Также обращаем ваше внимание, что посещать кладбище можно только в том случае, если погода позволяет. Обратите на это внимание, и нужно посетить кладбище в первой половине дня. Ну а в этот день, 8 ноября, наши предки на стол ставили традиционные блюда того времени. Это были блины, кутя, лепешки, кисели.
Кроме того, готовили блюдо, которое понравилось усопшему. Для душ умерших ставили отдельную тарелку с той же едой. Это блюдо есть было нельзя, а на следующий день можно было кормить животных и птиц. Здесь есть одна интересная народная примета, что если хозяйка печет в этот день блины, первой должна быть душа умершего. Ее нельзя есть живым. Этот блин кладут на подоконник или в блюдо, предназначенное для усопшего. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хороший день, чтобы навестить родных, близких, также навестить родителей или других родственников. Как вариант, можете оставить воду и чистое полотенце на ночь. По поверьям, если ночью в дом приходят души родственников, они могут напиться воды и обсохнуть. Ну, а в этот день на кладбище оставляют угощения. Это блины, пирожные, конфеты или другое. По одной традиции всю трапезу оставляют, а по другой съестное крошат на могиле. Считается, что души прилетят в виде птиц и могут все расклевать. Также считается, что именно к Дмитрию нужно сажать чеснок, тогда он много уродит. Что же касается народных примет касательно погоды, то знаете, что если 8 ноября тепло, то зима будет теплая и сырая. Если выпал снег, то и на Пасху он пойдет. Если утром и не видно, то зима будет снежная. Ну а за окном снег лежит или день морозный, весна будет поздней. Если реки до этого дня лед не тронул, до конца ноября морозов не ждите. Что же нельзя было делать в Дмитриев день? Вы знаете, народные приметы предупреждают, что в Дмитриев день, который отмечают 8 ноября, нельзя делать тяжелую физическую работу, а также браться за те дела, которые так или иначе связаны с водой. Стирать, убирать, мыть посуду или принимать ванну. Существует поверье, что вся грязная вода, вылитая в этот день, льется на души покойных родственников. Поэтому сегодня надо обязательно о них вспомнить, помянув за праздничным столом и заказав службу в храме. Вечером 8 ноября после ужина для почившей души необходимо оставить воду и желательно новое полотенце, чтобы она могла напиться, а утром после утереться. Это полотенце утром следующего дня нужно обязательно сложить, чтобы при первой возможности отнести на могилу родных вместе с конфетами и с печеньем. Также запрещается в Дмитриев день сквернословить и пить алкогольные напитки. Исключение можно сделать только для пива, так как оно гарантирует выпившему удачу, веселье и счастье на весь следующий год. Тот же, кто рискнет выпить 8 ноября что-то более крепкое, столкнется с неприятностями, которые будут сопровождать его до следующего Дмитриева дня. 8 ноября незамужним девушкам нельзя гладить было котов, иначе супруг будет такой же гуляка, как и это животное. Для создания брака с верным и честным мужчиной народные приметы советуют в Дмитриев день погладить и покормить собаку. Также не разрешается 8 ноября есть только постные блюда. Хозяйка должна приготовить как можно больше мяса и пирогов с разными начинками. Это может быть и картошка, творог, повидло, грибы и другие вкусные блюда. Главное, чтобы они были продолговатой форме. Кроме них еще принято ставить на стол блины и кутью, а также блюда, которые очень любили умершие родственники. По народной примете, чем богаче накрыт будет стол 8 ноября, тем благосклоннее будут души покойников к живым. А значит, всегда придут на помощь в любом деле, как в личном, профессиональном и даже в денежном. Также 8 ноября нельзя забывать о родителях. Если есть такая у вас возможность, то в Дмитриев день нужно обязательно прийти к ним в гости с разными угощениями. Не забудь рассказать о своей жизни, а также послушать жизненные истории или рассказы из жизни предков. Но если вы находитесь далеко от родителей, обязательно наберите, благо сейчас у нас у всех есть телефоны, и мы можем пообщаться.
Вообще старайтесь о своих родных, близких не забывать, особенно учитывая такое тяжелое время. Вот такой, друзья, у нас с вами день 8 ноября по церковному календарю и народным приметам. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех благ. Услышимся в следующем видео.